события, которые входят, нет, врываются в жизнь человека триумфально и оставляют яркий след навсегда. Таким событием в октябре 1957 года стал запуск первого в мире искусственного спутника Земли, возвестивший начало космической эры. Таким событием в апреле 1961 года стал первый в мире полет нашего Юрия Гагарина в космос. Полет человека, землянина в космос. А бывают события, о которых сообщает лишь скромная газетная строка. И только специалисты отдают себе отчет в их грандиозности. Таким событием, без сомнения, был пуск первой в мире атомной электростанции, построенной в нашей стране. В этот день, 27 июня 1954 года, дала первый ток Обнинская атомная электростанция и тем самым положила начало эре использования ядерной энергии в мирных целях. Замечательные советские ученые Игорь Васильевич Курчатов, Анатолий Петрович Александров, Николай Антонович Долежаль и многие другие стояли у истоков отечественной ядерной энергетики. «А зачем?» – спрашивал иной скептик. «Зачем нам атомные электростанции, если у нас достаточно угля, нефти, газа?» Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в ядерный реактор. В процессе цепной реакции ядра урана-235 делятся на осколки, кинетическая энергия которых переходит в тепло. 1 килограмм урана-235 при реакции деления выделяет столько тепла, сколько получают при сжигании 2500 тонн лучшего каменного угля. Значит, ядерное топливо, во-первых, выгодно сжигать там, где нет местного органического. Вот почему на основании Обнинского опыта была построена Билибинская атомная теплоэлектроцентраль на Чукотке. Много лет она дает северянам электроэнергию и тепло. Себестоимость производимой энергии оказалась вдвое меньше, чем на привозном топливе. Привозное топливо. В европейской части страны, где сосредоточено 80% промышленности, местные энергетические ресурсы, уголь Донбасса, скажем, близки к исчерпанию. Практически исчерпаны и водные энергетические ресурсы. А основные запасы органического топлива находятся ни много ни мало в 3-3,5 тысячах километров на восток, на юг. Вот почему встал вопрос об экономической необходимости использования ядерного топлива. В этом, кстати, и второй ответ на вопрос, а зачем нам атомные электростанции? Есть еще и третий ответ. Дело в том, что некоторые типы АЭС с реакторами на быстрых нейтронах дают возможность одновременно с производством электрической энергии вырабатывать новое ядерное топливо. Вот что об этом сказал основоположник отечественной ядерной энергетики Игорь Васильевич Курчатов. В отличие от обычного топлива, угля и нефти, ядерное топливо, сжигаемое в ядерных реакторах, позволяет получать новые вещества, плутоний и другие, которых нет в природе, и которые также являются ядерным топливом. Получается как бы так, что сожжешь в топке уголь, а выгребешь вместе с золой еще больше угля. На века могут обеспечить человечество энергией атомные электростанции. Значит, нужны они, необходимы. Эксплуатация опытно-промышленных ядерных реакторов выявила их существенную особенность в сравнении с тепловыми электростанциями. Стоимость топлива на тепловых станциях составляет 85-90% себестоимости электроэнергии, в то время как на атомных – около 40%.
Вот почему в конце 60-х годов были созданы два типа оптимальных для условий нашей страны ядерных реакторов. Это РБМК-1000, что означает реактор большой мощности канальный, мощностью 1000 мегаватт. Впервые он был установлен на Ленинградской атомной электростанции имени Ленина. Активная зона реактора РБМК-1000, цилиндр диаметром 11,8 и высотой 7 метров, состоит из графитовой кладки замедлителя нейтронов. В технологические каналы помещаются тепловыделяющие элементы, твелы, обтекаемые водой теплоносителем. Для управления и аварийной защиты вводятся стержни-поглотители нейтронов. Боковые и торцевые отражатели заворачивают обратно в активную зону до 50% нейтронов, покидающих ее пределы. Это позволяет не только уменьшить критическую массу ядерного топлива, но и создать равномерность выделения энергии по всему объему. Пароводяная смесь с температурой 284 градуса поступает на барабаны-сепараторы, которые отделяют пар от воды. Под давлением пар направляется к турбинам. Опыт эксплуатации показал, что 1000 мегаватт для таких реакторов не предел. Если усилить турбулентность потока воды, то увеличится отбор тепла, и мощность канала может быть увеличена в 1,5 раза. Именно такой эффект был достигнут в реакторе РБМК-1500 без существенных изменений конструкции, на том же объеме реактора. Возможность перегрузки топлива без остановки реактора – немаловажное преимущество. Специальная машина системой наведения выводится на нужный канал с точностью до миллиметра и далее, без участия человека, выполняет необходимые операции. Перегрузка топлива производится дистанционно с этого пульта. Другой тип – водоводяной энергетический реактор, сокращенно ВВР-1000. Один из таких реакторов установлен на Нововоронежской атомной электростанции имени 50-летия СССР. В конце 70-х годов началось их внедрение в отечественную энергетику. ВВР-1000 – это реактор, в котором вода, обычная вода, служит одновременно и замедлителем нейтронов, и теплоносителем. Нетрудно заметить, что отсутствие графитовой кладки делает такой реактор более компактным. Собственно, реактор размещается в стальном корпусе диаметром 4,5 и высотой 11 метров. А это очень важно, такие реакторы можно перевозить по железной дороге. У всех типов реакторов есть первостепенное качество. Это их ядерная и радиационная безопасность. Все ядерные реакторы заключены в надежную биологическую защиту из стали и бетона специальных сортов. Реакторы оборудованы высоконадежными системами управления, контроля и защиты, способными в считанные секунды вывести их в подкритическое состояние. А при необходимости включается система быстрого расхолаживания. Система безопасности советских атомных электростанций полностью отвечает международным требованиям. А мировой опыт эксплуатации, насчитывающий более 3000 реактора лет, укрепляет уверенность в том, что безопасность обеспечивается правильно. Однако, сколько же ядерного топлива понадобится для работы атомных электростанций?
даже если учесть, что по массе его требуется несравненно меньше, чем органического. Здесь самое время рассказать о реакторе на быстрых нейтронах. В этом реакторе уран при сжигании превращается в новое ядерное топливо. Поскольку реакция воспроизводства топлива идет только на быстрых нейтронах, замедлитель здесь не нужен, а нужен интенсивный отвод тепла. Вот почему теплоносителем в реакторе БН-600 служит жидкий натрий, а не вода, сильно замедляющая нейтроны. Активная зона, насосы, промежуточные теплообменники и биологическая защита размещены в корпусе реактора. Тепло первого контура передается натрию промежуточного второго контура. И только в третьем контуре, парогенераторе, воде. Советский Союз был и остается пионером применения атомной энергии в новых областях. После пуска первой атомной электростанции был построен первый в мире атомный ледокол «Ленин», родоначальник семейства атомных ледоколов. В программе КПСС поставлена задача ускоренного развития атомной энергетики. К концу 12-й пятилетки ее доля в производстве электроэнергии составит более 20%. Но при выработке электроэнергии атомные станции используют только 30% энергии ядерных реакторов. Остальное тепло сбрасывается. Первые шаги по более полному использованию атомной энергии и дорогостоящих сооружений уже сделаны. С 1973 года наряду с электроэнергией дает тепло Билибинская атомная теплоэлектроцентраль. Используется в быту и на производстве тепло Белоярской, Курской, Ленинградской, Игналинской атомных станций. В жизнь входят атомные станции теплоснабжения. На таких станциях устанавливается другой тип реактора АСТ-500. Это водоводяной реактор мощностью 500 МВт с естественной циркуляцией теплоносителя. В городе Шевченко атомная электростанция наряду с производством электроэнергии опресняет Каспийскую воду для промышленных и бытовых нужд. Тепло ядерных реакторов можно использовать в металлургии, химической промышленности, а также при нефтепереработке. Атомная энергетика способна внести вклад и в решение продовольственной программы. Горячая вода, полученная на АЭС, не только обогревает теплицы. Она может быть использована для добычи калийных солей и производства минеральных удобрений. Тепло ядерных реакторов можно использовать в различных энергоемких отраслях промышленности. Развитие атомной энергетики
вызвало к жизни новую отрасль промышленности. На этом современном предприятии, производственном объединении «Атоммаш» имени Брежнева, изготавливают из высокопрочных материалов корпуса водоводяных энергетических реакторов. Атомная энергетика в сравнении с энергетикой на органическом топливе намного безопаснее в экологическом отношении, поскольку не загрязняет среду продуктами сгорания. Данные о работе реактора, о состоянии воздуха, воды, почвы постоянно выводятся на центральный пульт контроля. Так, атомную электростанцию «Лавиза», построенную в Финляндии при участии Советского Союза, зарубежные специалисты относят к самым чистым станциям мира. Атомные электростанции, сооруженные с участием Советского Союза, работают сейчас в Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии и строятся в других братских странах. Завершается строительство второго блока Игналинской атомной станции с реактором мощностью 1500 мегаватт. Вступают в строй новые реакторы на Балаковской, Запорожской, на других атомных электростанциях. Коммунистическая партия и советское правительство уделяют развитию атомной энергетики пристальное внимание. К 2000 году производство электроэнергии на атомных электростанциях увеличится в 5-7 раз по сравнению с концом 11-й пятилетки. Успешное развитие атомной энергетики – это один из коренных вопросов дальнейшего повышения эффективности нашего народного хозяйства. Овладение атомной энергией на благо человека наполняет нас оптимизмом и уверенностью, что наш дом, Земля, не останется без тепла и света.